Привет, друзья! Вы на канале Xiaomi Sir. Xiaomi Pad 5. Новый планшет китайского гиганта сразу после презентации наделал много шума, а уж на старте продаж и вовсе разлетался, как горячие пирожки. Мне удалось в первую минуту после старта ухватить в свое распоряжение Pad 5 в прекрасном белом цвете, и уже практически месяц новинка у меня на руках. За это время я выделила для себя действительно много интересных и важных моментов. Ну и, конечно, не обошлось без недостатков, о которых вам точно стоит знать. Но не будем терять времени, начинаем! Начнем с дизайна. На глобальный и российский рынок новинку представили в двух цветах – черный и белый. И если с первым все понятно, черная матовая спинка и в тон ей металлические грани, то вот белый, конечно, на его фоне, по-моему, смотрится очевидно более выигрышно. Шикарные переливы задней панели, серебристые металлические рамки, ну, все по красоте. Плюс такое решение еще и менее маркое, следов от касаний практически не видно. В общем, белый – это однозначно мой вариант. На лицевой панели мы видим 11-дюймовый дисплей в окружении черных и, главное, равномерных рамок. Кстати, рамки вживую несколько больше, чем на официальных рендерах, но в целом, на мой взгляд, они оптимальной толщины. И когда держишь планшет в руках, никаких случайных касаний рабочей области точно не будет. Но к экрану мы вернемся чуть позднее, а пока продолжим по внешнему виду. Интерфейсы. Здесь все стандартно, но не без нюансов. На тонких торцах у нас расположились разъем USB Type-C, перфорация для 4 стереодинамиков, магнитная площадка для стилуса и коннектор для чехла клавиатуры. Последние, к слову, нужно приобретать отдельно. И пока ценник на них на AliExpress выдвинули, я бы прям сказала, конский. Тем не менее, мы обязательно затестим стилус и клавиатуру в одном из следующих видео и сделаем выводы, стоит ли вообще приобретать эти дополнительные плюшки. Так что не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну и закроем вопросы интерфейсов кнопками управления. Качели регулировки громкости и кнопка питания также расположились на торцах. И вот к последней есть вопросы. В Pad 5 производитель решил не встраивать сканер отпечатков пальцев, его нет ни в клавише питания, ни тем более под экраном. Разблокировать планшет можно только либо через пароль, либо с помощью функции распознавания лица, которая крайне ненадежна, и даже сами китайцы предупреждают об этом при добавлении своих данных. Лично для меня отсутствие сканера отпечатков в планшете оказалось не критично. Никаких секретных данных я не храню, поэтому спокойно пользуюсь разблокировкой по лицу, что особенно удобно в связке с фирменным магнитным чехлом. Открываешь его, автоматически включается экран, моментально срабатывает разблокировка, и планшет уже готов к бою. В целом, дизайн планшета меня порадовал. Сходство с iPad Pro от Apple, конечно, очевидно, но это скорее идет гаджету от Xiaomi на пользу. И я бы сказала, выгодно отличает от существующих планшетов на Android. Но перейдем к более интересному – 11-дюймовому экрану. Здесь нас встречает IPS-дисплей с разрешением 2,5К и частотой обновления в 120 Гц. И, пожалуй, это один из лучших IPS-дисплеев, которыми мне доводилось пользоваться. Несмотря на то, что я являюсь ярым сторонником AMOLED-дисплеев, цветопередача экрана планшета меня ничуть не разочаровала. Просмотр видео или фильмов максимально комфортен. Картинка четкая, насыщенная и контрастная. Да и заявленная технология Dolby Vision отлично отрабатывает и делает цвета более точными, а темные оттенки более глубокими. В настройках экрана доступно еще несколько цветовых профилей, позволяющих изменить цвета и сделать их более спокойными или наоборот выкрутить насыщенность на полную. Так что настроить изображение на любой вкус точно не составит труда. Если говорить о минусах дисплея, то могу отметить, что под углом яркость экрана все же незначительно снижается. Но опять же, вряд ли при обычном использовании вы будете держать планшет под экстремальным углом. Также из минусов, ввиду того, что это все-таки IPS-матрица, функции Always On Display здесь нет, как и нет какой-либо LED-индикации. Так что об уведомлениях вы сможете узнать только по звуковому сигналу. Да, и вибромотора здесь, кстати, тоже нет, и для меня это было довольно неожиданно.
Формат планшета в принципе предполагается как отличный инструмент для работы и потребления контента. Полное погружение в любимое дело должен обеспечить не только экран, но и звук. И, как я уже говорила, в под пятом установлены 4 стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos, о чем нам даже сообщает соответствующая надпись на торцах. И, на мой любительский взгляд, звучит планшет отлично. Пожалуй, вполне могу сравнить его с неплохой колонкой. Звук громкий, объемный и достаточно чистый. Нижние, средние, высокие лично мне здесь всего хватило. Так что для просмотра фильма или фоновой музыки этих динамиков за глаза. Но поговорим про еще один важный момент, а именно производительность. Новинку установили пусть и не самый новейший, но уже проверенный временем и хорошо нам знакомый флагманский чип Snapdragon 860. По опыту могу сказать, что это отлично сбалансированный процессор по всем показателям. Достойная производительность и энергоэффективность, хорошие показатели по нагреву и оптимизации. Но давайте проверять, как этот чип покажет себя в Xiaomi Pad 5. Начнем с популярных синтетических тестов. В Antutu планшет набирает около 570 тысяч баллов. Не рекорд, конечно, но этого достаточно, чтобы не чувствовать недостатка мощности в приложениях и играх. Хорошая новость также в том, что процессор практически не тротлит, то есть не скидывает частоту ядер под длительной нагрузкой. За 30 минут показатели уверенно держались не ниже 90% и при этом нагрев был минимальным. Но пока это голая синтетика, которой многих уже не удивить. Давайте смотреть на реальные результаты на примере популярных игр. В Call of Duty на максималках Pad 5 позволил играть на 60 FPS без каких-либо просадок. Единственное мелкое замечание это то, что некоторые графические элементы не оптимизированы под такое нестандартное разрешение. Например, те же кнопки управления явно растянуты и теряют четкость. Но тут уже вопрос к разработчикам игры. В остальном же 3D-графика, в том числе персонажи, оружие и карта, достаточно четкие и соответствуют высокому разрешению. С PUBG ситуация аналогичная. Можно спокойно играть на 60 FPS без просадок длительное время и не думать о тротлинге. Далее еще одна и, пожалуй, самая ресурсозатратная игра Genshin Impact. Любители знают, что на максималках она без труда может моментально разогреть и загрузить даже самые топовые смартфоны. Xiaomi Pad 5 свободно тянет эту игру на максималках, и только в редких случаях наблюдаются небольшие просадки частоты кадров. А самое приятное здесь то, что даже при высокой нагрузке нагрев совсем небольшой. Планшет стал просто чуть теплее. К слову, такая устойчивость к сильному нагреву для Pad 5 это норма. В любых сценариях планшет или приятно прохладный, или чуть теплый. Все-таки связка холодного процессора и достаточно большой площади девайса обеспечивает отличный показатель температуры. Так что играть на планшете вполне комфортно в любые игры. А если у вас есть геймпад, то Pad 5 легко может превратиться в неплохую такую игровую приставку. Далее еще один ключевой момент – автономность. В Pad 5 установили аккумулятор на 8720 мАч и реализовали поддержку быстрой 33-ваттной зарядки. Не самая скоростная, но вполне на достойном уровне. За 1,5 часа 33 Ватта спокойно восполняет заряд от 0 до 100%. Правда, есть одно но. В комплект положили блочок всего на 22,5 Ватта. И прям как-то обидно, за Xiaomi такой жадности раньше не водилось. От комплектного блока заряжаться, конечно, будет дольше, так что рекомендую по возможности использовать 33 Ватта. Ну и что по времени работы. За 2 часа просмотра видео на YouTube планшет теряет в среднем по 10% заряда. А играя в Call of Duty на максималках в течение часа уходит около 15. Genshin Impact в свою очередь съедал плюс-минус 20% за час. Чтение книг затрачивает ресурс батареи вообще по минимуму, всего 5% за 1,5 часа. В целом, при стандартном повседневном использовании Pad 5 обеспечила мне примерно по 10 часов работы экрана и около 40 часов общей работы. Мало это или много судите сами, но, на мой взгляд, при той интенсивности, с которой я пользовалась планшетом, выполняя большинство повседневных задач на нем, это очень неплохой показатель. Еще один важный момент, мимо которого невозможно пройти, это прошивка. Из коробки Pad 5 работает на базе OS Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5, оптимизированной специально под планшет. И в целом интерфейс выглядит действительно приятно и работает быстро и плавно. Даже динамическое размытие есть, как у передовых флагманов Xiaomi. Правда, первое время достаточно сильно бросалось в глаза неоптимальное, на мой взгляд, расстояние между иконками на рабочем столе. Уж чересчур много пустого пространства, которое нельзя ничем занять. Также в прошивке отсутствует одна из главных фишек MIUI – изменение тем оформления.
Таким образом, поменять иконки, шрифты и общее оформление системы, как на смартфонах, становится просто невозможно. Впрочем, то же самое было и на предыдущих планшетах Xiaomi, однако там это решалось установкой кастомных прошивок MIUI. К слову об интерфейсе. В китайской версии MIUI уже тестируется специальный режим для ПК, который активируется буквально одним нажатием. Таким образом, можно получить интерфейс максимально приближенный к ПК, то есть будет привычное меню пуска, уведомлений, большое пространство для расположения иконок, приложений и файлов. Ну и что самое интересное, в ПК-режиме реализована возможность одновременного открытия множества активных окон. Что ж, остается только надеяться и ждать, что этот режим доберется и до глобальных прошивок MIUI FUPAD. А что тут по камере? К ней у меня, пожалуй, меньше всего ожиданий и требований на подобном девайсе. Качество фото на 13 мегапикселях ожидаемо далеко от идеала, но для основных задач камеры в планшете, например, сфоткать документы для сканирования, этого более чем достаточно. Снимки даже мелкого текста получаются четкими и легко читаемыми. Съемка видео, как ни странно, здесь с поддержкой 4К 30 FPS и даже с цифровой стабилизацией. Где-то плачет один Redmi 10 с 50 мегапиксельной камерой нового уровня. Тем не менее, не могу представить ни одного сценария, где бы пригодилась съемка качественного 4К видео на камеру планшета. Фронтальная камера здесь довольно простая. Для основной задачи видеозвонков вполне сгодится, даже с учетом слегка забыльной картинки. Но делать на нее селфи для соцсетей я бы, разумеется, не стала. Из прочих нюансов не могу не отметить, что, к сожалению, в отличие от китайской Pro-версии, новинку не оснастили модулем связи. Так что, на мой взгляд, это скорее офисный или домашний вариант гаджета, так как для выхода в интернет просто необходимо постоянное Wi-Fi соединение. Но лично для меня это не критично, так как большую часть дня я нахожусь рядом с точкой доступа, а в остальных случаях при необходимости могу без проблем раздать Wi-Fi со смартфона. Да и в целом, при возможности раздачи с телефона, мне кажется данный вариант более выгодным чисто финансово, нежели покупать отдельную симку и оплачивать еще и ее абонентскую плату. Что ж, предлагаю подвести итоги. Xiaomi Pad 5 действительно сложно критиковать за железо. Спорных моментов всего несколько. Например, непонятен отказ от сканера отпечатков пальцев и вибрации. Также некоторых может расстроить отсутствие модуля связи, GPS-модуля и слота под карту памяти. Однако сильных сторон у Pad 5 явно больше. Качественный экран, объемная звуковая система из 4 динамиков, флагманский процессор и автономность на уровне пары-тройки дней. Кроме того, Xiaomi Pad 5 по праву можно назвать стильным планшетом с тонким и компактным корпусом, который с легкостью поместится в любой сумке. Однако с весом 511 грамм легким его назвать уже сложно, особенно если использовать его с фирменным магнитным чехлом. По итогу, за этот месяц использования большинство своих повседневных задач, которые ранее выполняла на различных гаджетах, я перенесла на Pad 5. Так что суммарно один девайс заменил мне в большинстве своем смартфон, электронную книгу, графический планшет, записную книжку и в какой-то мере даже ноутбук. А если вспомнить, что мне повезло купить его на старте продаж за 21 500 рублей, то выгода данного девайса очевидна. Да, сейчас за него просят что-то около 28 тысяч на AliExpress, но и этот ценник я считаю вполне оправданным. И если вы выбираете планшет в бюджете до 30 тысяч, то новинка от Xiaomi станет отличным решением. И уж точно отработает каждый потраченный рубль. А на сегодня это все. Спасибо за просмотр, друзья. Ставьте пальцы вверх, пишите ваше мнение о планшете в комментариях и до новых встреч. Пока-пока.